Привет, привет, мои дорогие овны! Это Таро-прогноз на август 2022 года для вас. Сейчас мы посмотрим, какие общие энергии у вас будут витать в августе, а затем рассмотрим отдельно финансовую сферу и сферу личных взаимоотношений. Смотрите данный Таро-прогноз также, если у вас Луна находится в Овне, особенно если вы родились ночью, или ваш асцендент в Овне. Вообще по знаку асцендента очень ярко проигрываются все прогнозы. Итак, давайте посмотрим, каким же будет ваш август. Десятка жезлов. Десятка жезлов нам рассказывает о том, что в августе, вероятнее всего, какая-то ситуация у вас будет вызывать ощущение того, что как-то вот непосильно сложно. Как-то будет очень трудно, будет очень тяжело, но данная карта говорит о том, что вы дойдете к цели, вы дойдете до пункта назначения, который вы себе поставили, несмотря на все возникающие сложности. Поэтому обязательно верьте в себя, и вы доберетесь до пункта своего назначения. Эта карта может говорить о том, что очень много ответственности на вас будет возлагаться, и вы будете это чувствовать прямо вот на своих плечах, эту тяжесть ответственности. И эта карта, она также предупреждает вас о том, что оценивайте свои силы, не переоценивайте их, потому что вы можете сами возлагать на себя очень много обязанностей, вы можете сами возлагать на себя слишком много ответственностей, помогать, может быть, кому-то, когда этого особо даже не просили. То есть очень важно по данной карте всю лишнюю ответственность сбросить со своих плеч, насколько это вообще возможно. Какие-то дела, может быть, делегировать, какие-то дела отложить на потом, если они не важные, и сосредоточиться на том, что для вас действительно важно. Вот, поэтому проанализируйте, не берете ли вы на себя слишком многого. Вы действительно вот в зоне своей ответственности дела все делаете, или вы еще и чужие дела на себя возлагаете. Вот, обратите на это внимание. Но в любом случае со всеми трудностями вы справитесь. Так, давайте еще посмотрим. Императрица. Императрица – это у нас старший аркан. Все старшие арканы карты очень серьезные, очень важные. Они могут вообще в корне менять ход наших жизненных событий. И эта карта говорит о том, что вы будете, во-первых, довольны собой, довольны своей жизнью. И эта карта, она нам говорит о плодородии, о доходах очень больших, теми, которыми вы будете довольны. Если вдруг вы уже посадили какое-то семечко, начали какое-то дело, то сейчас вы уже будете собирать какие-то результаты. Или же если вы начинаете сейчас что-то делать, то результаты обязательно будут очень-очень хорошими. А также эта карта говорит нам о том, что очень важно проявлять заботу, свои какие-то материнские качества. Даже те мужчины, которые меня смотрят, тоже могут проявлять свои материнские качества по отношению к другим людям. Здесь вот имеется такая забота, опека, теплота. И эта карта, она рекомендует прежде всего вот эти чувства, вот эти качества направлять сначала на себя, а потом уже на других людей. То есть позаботиться о себе в первую очередь, как императрица, создать для себя самые лучшие условия, создать для себя ощущение комфорта, ощущение уюта, ощущение благополучия, чтобы вам было очень-очень хорошо. Также данная карта говорит о том, что может наступить беременность у вас, если кто меня смотрит, девушки, или у девушек, мужчин, которые меня смотрят. И также еще данная карта говорит о том, что если будете выстраивать какие-то взаимоотношения в августе, то очень важно, чтобы они выстраивались на основе равноправия, потому что по императрице это именно должны быть взаимоотношения, где присутствует обмен энергиями и не только энергиями, вообще где соблюдается гармония, баланс, брать, отдавать. То есть отношения должны быть с людьми взаимовыгодными, обязательно. Так, давайте еще посмотрим. Также у нас, кстати, императрица, она говорит нам о сферах красоты,
Поэтому, может быть, вы какие-то в августе будете делать важные для вас процедуры красоты. Эта карта рекомендует обращаться к косметологам, к стилистам, к визажистам, а, свой гардероб, может быть, немного сменить, то есть украсить себя, привнести в свою жизнь что-то, но обязательно это что-то должно быть очень качественным и хорошим. Так, давайте еще одну карту посмотрим для вас. Пятерка жезлов. Ну что ж, Овны, энергия огненная, активная, экспрессивная. Жезлы — это у нас стихия огня, энергия ваша. Данная карта говорит о том, что будет возникать какая-то ситуация конкуренции, где вы будете бороться за свои интересы, возможно, будете отстаивать себя, либо, может быть, в какой-то сфере работы, в которой вы работаете, реализуетесь, будет у вас конкуренция. И в данную конкуренцию по этой карте нужно вступать, нужно показывать свою конкурентоспособность, конкуренции нужно не бояться, нужно вот чувствовать себя в энергиях императрицы, которая знает себе цену. Это человек, который уверен в себе, уверен в том, что будут обязательно хорошие результаты. Это человек, который уверен, что он достоин всего самого лучшего. И вот вступая в борьбу за что-то, показывая свою конкурентоспособность, очень важно не забывать про то, что вы достойны того, чего вы хотите. Вот, и не бояться никакой конкуренции. Так, давайте еще одну карту для вас посмотрим. Паж Пентаклей. Паж Пентаклей у нас говорит о том, что, возможно, будете начинать какое-то обучение, может быть, будете приобретать какое-то обучение для себя. Или если вы хотели, если вы планировали что-то изучать, ну вот думаете, стоит или не стоит покупать, данная карта говорит, что стоит. Также по этой карте очень сильна детская энергия. Может быть, будете тратить деньги на своих детей, либо на сферы, которые связаны с детьми. И эта карта, она еще может говорить о каких-то первых поступлениях от ваших трудов. Может быть, вы будете свои имеющиеся знания применять или какие-то умения, мастерство свое. И если вы думаете, придут деньги или не придут, то деньги придут. Они будут, правда, небольшими. Это вот как какие-то первые деньги такие начальные, как старт чего-то, и когда вы уже берете, получаете какой-то первый результат. Вот, поэтому и по данной карте, если вдруг вы будете сомневаться, брать мне деньги или не брать, там, допустим, за услугу, которую я оказываю, если вы только еще начинаете, то обязательно берите, так как не забывайте про обмен энергиями и бесплатно, безоплатно, вообще желательно ничего не делать. Вот, поэтому первые поступления какие-то будут. И по данной карте желательно не проявлять в денежной сфере детский инфантилизм, такое вот поведение к деньгам не очень серьезное. Вот, поэтому обратите внимание, как вы с деньгами обращаетесь. Оп, выскочила у нас сама карта. Давайте посмотрим, что она хочет сказать. Так, четверка кубков. Четверка кубков говорит о том, что, в принципе, у вас-то дела будут обстоять хорошо, но вы почему-то загрустите. Возможно, придет к вам какое-то уныние, немножечко апатия. Эта карта такая достаточно апатичная, так как у человека, в принципе, все есть, и еще вот шанс ему дается прямо с небес какой-то. Но из-за грусти, из-за того, что нет настроения, человек ничего не замечает. Данная карта рекомендует, если вдруг у вас будет такое настроение, обязательно вытаскивайте себя любыми способами, которые вам подходят, из настроения апатии, из настроения грусти, когда вот вроде все есть, но ничего не хочется. Ищите то, что вас интересует обязательно, будьте активны, будьте позитивны, потому что эта карта говорит о том, что все у вас хорошо, но из-за грусти вы можете упускать еще и новые какие-то возможности. Поэтому обязательно следите за своим настроением, потому что не все так плохо, как вам может показаться. И замечайте новые возможности. Так, давайте сейчас посмотрим, как у вас будет складываться
сфера финансов в августе месяце. Туз чаш. Туз чаш – это у нас карта такая чувствительная, эмоциональная, и она говорит о каком-то начале, о старте чего-то. Данная карта, она говорит о том, что вы будете довольны, вы будете радостны, то можно судить, что, в принципе, в финансовой сфере, раз мы ее сейчас рассматриваем, у вас все будет очень хорошо, потому что вы будете довольны. Эта карта говорит, что прямо вот эмоции будут лить через край, и эти эмоции будут радостные. Поэтому вероятнее всего, повторюсь, что в финансовой сфере у вас все будет хорошо и возможен какой-то новый старт, возможен новый старт какого-то бизнеса, может, или какой-то работы, какой-то новой деятельности, или нужно будет сделать первый шаг. Если у вас есть какие-то идеи, то обязательно первый шаг делайте, потому что все тузы, они у нас символизируют какое-то начало и какие-то новые возможности, поэтому обращайте внимание на все новые возможности. Опять же, вот смотрите, вам с небес будет даваться шанс какой-то, и если вы его заметите, то вы будете очень довольны. Так, давайте еще одну карту посмотрим. Десятка пентаклей. Ну, с деньгами у вас точно все должно быть хорошо в августе месяце, дорогие мои овны. Десятка пентаклей – это карта финансового благополучия, это карта финансового благосостояния. Причем здесь у нас даже прослеживается такая семейная преемственность, преемственность поколений. То есть деньги, они могут к вам приходить и из вашей семьи. Может быть, даже не в качестве денег, а в качестве каких-то материальных ценностей, в качестве подарков, в качестве недвижимости тоже. Данная карта, она говорит, что именно вот финансовое благосостояние, оно будет ощущаться у вас вот прямо в семье. Если еще нет своей собственной семьи, то, может быть, с родительской семьей это как-то будет связано. Но в любом случае финансами вы будете довольны. Если вы ждете увеличения прибыли, увеличения финансового потока, то он обязательно будет, потому что эта карта, повторюсь, карта финансового благосостояния и благополучия. Так, давайте еще одну карту посмотрим. Туз жезлов. Ну что ж, еще один туз выпал. Это энергия супер огненная, супер активная, экспрессивная, импульсивная. И эта карта, она рекомендует делать первый шаг. Эта карта рекомендует что-то начинать. Если у вас есть какие-то идеи в финансовом плане, как-то для того, чтобы увеличить свои финансы или как-то вложиться куда-то хотите, то обязательно рассматривайте все. И вот туз жезлов, он рекомендует слишком долго не думать. Очень много не обдумывать, потому что эта карта быстрая, когда вот вы взяли и сделали, получили результат. И результат он такой будет очень быстрый, очень резкий, иногда даже неожиданный. Но если вы не проявите скорость, то шансы, которые к вам приходят, они могут уйти вот по данной карте и могут остаться незамеченными, потому что нужно будет действовать быстро. Ну, так как вы овны такие сами очень активные, импульсивные, то, в принципе, я думаю, что у вас получится так вот быстро как-то заметить возможность и среагировать. Если вы что-то планировали начинать, обязательно начинайте. Так. Потому что тузы, они, все тузы, они у нас еще вот, они нам дают шанс, вот как-то как будто новую реальность, новые двери перед нами открывают, что-то новое будет входить в вашу жизнь, и вот что-то, что будет связано у вас со сферой финансов. Может быть, кто-то из вашей семьи на работу пойдет в августе месяце, так как вот здесь у нас имеет место именно тема семьи, еще также тема вашего дома. Может быть, вы будете тратить деньги на обустройство своего дома, но вот что-то будет связано с семьей, и в семье вот именно какой-то еще, вероятно, новый источник дохода появится. Или у вас, или у кого-то вот из членов вашей семьи. Так, теперь давайте посмотрим, как будут складываться личные взаимоотношения
в августе месяце. Маг — это у нас старший аркан. Старшие арканы, повторюсь, очень важные. Они могут менять ход жизненных событий. И маг говорит, что все в ваших руках, абсолютно все. Вот как вы повернете ситуацию, так она и сложится. Поэтому обязательно посмотрите, что у вас в голове, о чем вы думаете, какие у вас мысли. Обязательно подумайте, чего вы на самом деле хотите. И для того, чтобы прийти к тому, к чему вы хотите прийти, обязательно нужно увидеть хотя бы примерно конечный желаемый результат, чтобы вы видели цель. Потому что карта маг, она говорит, что у вас в руках есть абсолютно все ресурсы, и энергетические, и материальные, для того, чтобы достичь желаемой цели. Так как мы рассматриваем сферу личных взаимоотношений, то вот в личных взаимоотношениях вы их сможете выстроить так, как вы хотите. Также эта карта, она у нас говорит о возможности проявления манипуляций. Может быть, вы будете манипуляциями добиваться того, чего вы хотите, или кто-то будет манипулятивным путем как-то что-то пытаться, наоборот, от вас получить. Поэтому будьте внимательны в этом плане, будьте осторожны, может быть, замечайте, как у вас складываются взаимоотношения с другими людьми. И в любом случае помните, что все в ваших руках. Именно вы можете развернуть ситуацию так, как хотите, чтобы она складывалась. Поэтому обязательно настраивайтесь позитивно. Так, давайте еще одну карту посмотрим. Карта повешенной, еще один старший аркан. Ну, а эта вот карта говорит о том, что какая-то ситуация в личных взаимоотношениях у вас будет вызывать чувство подвешенности, когда вы не будете, может быть, до конца что-то понимать, когда вы не будете до конца знать, как вам действовать, когда вот как будто бы какая-то ситуация, она подвисла и не двигается ни вперед, ни назад, а вот без движения находится, хотя вот хотелось бы, чтобы продвижение было. Также эта карта говорит о том, что есть необходимость вам взглянуть на волнующую вас ситуацию с другой стороны. Как мы видим, девушка, она находится в необычном положении, у нее ноги оторваны от земли, и она вот думает, предполагает, как здесь выйти из сложившейся ситуации, как ее разрешить. И благодаря тому, что она под другим углом смотрит на данную ситуацию, к ней приходит озарение. И точно так же и вы. Если вас какая-то ситуация волнует, посмотрите на нее просто под другим углом. Немного расслабьтесь, постарайтесь о ней не думать, а потом просто возьмите и посмотрите как-то на нее по-другому, и обязательно решение сразу придет. И эта карта, она рекомендует надолго вот в каком-то зависшем таком состоянии не оставаться. Если у вас будет возникать, то смотрите под другим углом и решайте, как вам поступать. Так, давайте еще одну карту на личные взаимоотношения посмотрим. Карта силы, еще один старший аркан. У вас в августе месяце в сфере личных взаимоотношений что-то будет очень серьезное происходить, какие-то очень важные события. Карта силы, она у нас говорит о том, что очень важно будет проявлять силу воли, и если вдруг вам в какой-то момент покажется, что, может быть, вам не хватит сил на решение этих вопросов, что вот как-то, может быть, сложно что-то стало или как-то непросто, то эта карта говорит, что вам силы хватит абсолютно на все, потому что у вас очень сильный внутренний стержень, у вас очень большая, крутая сила воли, и обязательно свою силу воли нужно проявлять. Вот как бывает спортом лень заниматься, мы берем себя в кулак, берем себя в руки и идем и занимаемся, вот проявляя таким образом силу воли. Точно так же и вы. Если какая-то ситуация будет вызывать у вас чувство бессилия, помните, что сил у вас очень и очень много. Также эта карта рекомендует гармонизировать свои эмоции, гармонизировать свое внутреннее состояние и вот этого зверя, который живет у нас внутри, когда мы проявляем раздражительность, агрессию по отношению к другим людям, его обязательно усмирять, обязательно своей силой воли, своей мудростью этого зверя
не кормить, скажем так, для того, чтобы было в жизни спокойствие. А также эта карта говорит, что если в ваш адрес кто-то будет проявляться раздражительно, агрессивно, то очень важно спокойно и с мудростью выходить из таких вот ситуаций. Самому не включаться, не включать свою агрессию, не включать импульсивность, а вот силу воли проявлять и мудрость свою. Вот, поэтому в личных взаимоотношениях держите своего внутреннего зверя под контролем и помните, что вам абсолютно все под силу. А еще и вместе с картой маг вообще все в ваших руках в августе. Так, давайте еще посмотрим одну карту совет на август месяц. Умеренность. Ну, эта карта говорит о том, что, в принципе, в августе у вас, вот если все хорошо, то все будет оставаться точно так же хорошо. Это карта гармонии, это карта внутреннего спокойствия, это карта равновесия, это тоже у нас старший аркан, поэтому совет этот очень-очень важный. И вот все то, что я говорила, все, что относится к карте сила, в том числе, очень важно об этом помнить, очень важно это проявлять, свою силу воли, свою мудрость для того, чтобы получить вот эту вот гармонию. И вот карта умеренность, она и рекомендует оставаться в спокойствии, чтобы никакие ситуации, которые у вас не возникают, чтобы они вас не выбивали из колеи, для того, чтобы вы, самое главное, сохраняли гармонию внутри. Потому что то, что происходит в нашем внутреннем мире, всегда находит отражение в мире внешнем. И вот эта карта рекомендует об этом помнить. Ну что же, дорогие мои овны, я желаю вам прекрасного августа. Пусть все, что вы желаете себе, исполнится. Всего-всего вам доброго. Пока-пока.